Итак, всем привет! Сегодня я попытаюсь ответить на все возможные вопросы касательно европейской машины Passat и американской. Сразу скажу, не надо говорить, что это сравниваем B8 Америка против Европы. Нет, это Passat NMS рестайловый 2016 года. Это Passat B8, который предназначался для европейского рынка, но это для американского. Это разные машины, это разные платформы. Я попытаюсь сегодня вам показать наглядно, чтобы потом не манипулировали понятием, что если эта машина в таких же годах выпускалась, значит это B8 Passat. Потому что зачастую этим пользуются перекупщики. То есть они берут с Америки машину, которая имеет такое же название Passat, которая для американского рынка просто сделана как более дешевый вариант. Да, они сделали ее более дешевой, поэтому и цены на них, что они дешевле. И потом ее пытаются предложить нам под вот таким вот соусом. Типа, это вот типа такая, только для американцев. Вот. Поэтому давайте разберемся детальнее, в чем они отличаются, какая у них разница и почему это стоит столько, то стоит столько. Первое. Платформа. На этой машине, на европейце, у нас идет MQB платформа. Это более современная платформа. На эту платформу устанавливаются уже больше каких-то плюшек, более современные агрегаты, более интересная электроника, помощники и тому подобное. Эта платформа PQ46. Это более старая платформа. Это не значит, что она плохая, но просто тележка более старая. На этой платформе сделаны предшественники европейцев. Это B6, B7 Passat. Вот, то есть взяли, у Европы выпускался B7 Passat, на его платформе сделали для Америки. И потом взяли, сделали рестайл. Вот это рестайл NMS. Дальше. По материалам. По материалам они очень сильно отличаются. Мы пойдем потом в салон, покажем. Давайте пока что, коль мы снаружи, посмотрим о внешке. Может, кто-то не сильно различает их. И пока не ткнуть пальцем, иногда может быть и непонятно, где Европа, где Америка. Во всяком случае, когда я себе еще не выбирал машину, но просто на дороге встречал, для меня было непонятно. Passat, и это Passat, чуть больше, чуть меньше, но непонятно. Смотрим. У обоих машин ярким таким признаком, не признаком, ярким таким кантом, чертой является, вот как по мне, вот эта вот полоса. Она идет через весь капот. В бедных комплектациях, что здесь, они просто черные. В более богатых комплектациях они вот такие уже с хромом. Но смотрим, Европа, это полностью вот такая хромированная полоса, сплошной хром такой широкий. И смотрим Америку. Здесь идет вот такая вот хром тонкая линия, а сверху просто серый такой пластик. Не скажу, где плохо, где хорошо, просто дизайнерское такое отличие есть. Далее. Смотрим по оптике. То есть оптика тоже разная. И здесь бывает как галоген, так и LED. Опять же, в зависимости от того, сколько денег в салоне человек заплатил. Но если мы смотрим на Америку, то здесь LED очень-очень упрощенный. То есть здесь у нас что? Здесь у нас 3 блока света. То есть один, второй и вот там вот еще маленький кусок. Без линзы. И эти фары никак сами не регулируются. То есть они не умеют опускаться. Даже в салоне нет корректора. То есть они вот здесь винтами выставились раз. Все, их не трогают. Смотрим эту оптику. Здесь, опять же, да, бывает и галоген, бывает и LED, но, во-первых, LED бывает 2 версии. И здесь, если взять уже модный LED, как в нашем автомобиле, здесь уже идут линзы. Фары умеют сами там поворачиваться, крутиться, подсвечиваться, вырезать встречные автомобили, или которых вы слепите, которые перед вами едут. Свет вырезать. То есть это уже совсем другой уровень. Далее, понятное дело, что другой дизайн, там бампера, вот мы видим другие. В принципе, здесь у нас Airline, здесь у нас не Airline. Если бы был тоже Airline, то здесь вот такие вот типа более агрессивный такой пластик, накладки были бы, и здесь не было бы туманок.
Вот. Какая по дизайну выигрывает, ну, тяжело сказать. То есть тут дело реально вот на любителя. То есть и там машина, как по мне, достаточно интересно смотрится. Здесь еще видим, что капот у европейца, он более такой ровный. За счет этого машина кажется такое более шире, такая, ну, не знаю, мне, если честно, напоминает даже вот на B5 Passat'ах у них тоже был такой более ровный капот, и за счет этого машина смотрелась такая, как широкая черепаха. Вот здесь вот мне, во всяком случае, на мой взгляд, вот такая аналогия, вот такая широкая черепаха. Здесь сделали вот такую более, не знаю, типа под агрессию, какие-то ребра жесткости поделали. Вот, ну, машина смотрится по-другому. Ну, опять же, тут все дело на любителя. Какое что больше нравится, как бы какой дизайн вам заходит, такой и можете пропагандировать и кричать, что он лучше всех. Далее, зеркала. Опять же, это связано с тем, что здесь применены разные платформы. У европейца на платформе NQB зеркало уже находится на вот здесь вот на филенке двери. У Америки, у NMS, оно находится в угол, здесь вот в углу стекла. Дальше идем к задней части. Пока идем к задней части, проходим вот вдоль машин, хочется сказать, что европеец чуть-чуть короче, американец чуть-чуть длиннее. Вот. Это выражается в пространстве для задних пассажиров и, возможно, чуть-чуть в багажнике. В багажнике мы еще, если честно, не определились, насколько там оно, где больше места, где меньше. Но мы сейчас померяем наглядно, вот просто скажем. Задняя часть, корма. Тоже машины отличаются. Ну, во-первых, сразу видно, это фонари другие. У Америки у него сделали вот такие еще здесь типа катафоты. Ну, тоже на любителя. Многие говорят, блин, что это за фигня, зачем ее поставили? Мне что-то вот эта вот штука очень нравится, очень заходит. Сразу опять же, почему европеец, опять же, возвращаясь, что европеец дороже. Банально даже вот этот вот значок. Значок, он исполняет сразу роль кнопки открывания багажника. Здесь ничего, здесь вот такая кнопка, как на всех машинах, еще и рукой надо его откидывать. Здесь электрокрышка, я только нажал, сама уехала, сама закрылась. Дальше смотрим детализацию именно вот этих вот частей, вот этих юбок. У нас здесь, повторяюсь, Airline, здесь не Airline. Но даже если рассматривать не Airline, то европеец, он обладает вот такими всякими мелкими деталями. Например, вот эти фальш-выхлоп. Здесь катафот состоит из двух частей. Здесь вот хром детали. Здесь вот эта юбка. Ну, я не знаю, как объяснить, но ты смотришь и видно, что детализация, она какая-то более проработанная. Более вот такая, знаете, вот. Давайте еще сюда вот это добавим. И вот это, и вот это. Здесь бампер. Битый бампер. 3 вот таких куска хрома и пластик. Если Airline бы был, то здесь вот этот пластик был просто чуть-чуть другой формы. И, по-моему, он идет тоже типа а-ля под рояльный лак. Все. То есть деталей, каких-то таких изгибов, ну, как по мне, то как-то попроще это сделано. По задним фонарям. Они отличаются по форме. И плюс они отличаются, они бывают нескольких видов. У Америки бывают обычные на лампочках фонари. Вот такие LED фонари, покрасивее смотрятся, они идут с передней LED оптикой. И есть такие же LED фонари, только немножко притемненные. Если не LED притемненные, не скажу, не знаю. Вот эти фонари, они тоже бывают нескольких видов. Бывают вот такие самые типа максимальные. Вот. Потом бывает LED, но с меньшим количеством диодов, чуть-чуть с другим рисунком. И еще на рестайле тоже там уже чуть-чуть форма самих пиктограмм. Ну, когда вы нажимаете на тормоз, включаете габарит, там чуть форма рисунков разная. Вот. Еще что стоит сказать по задней части. Камера. Здесь камера, она у вас всегда будет чистая. Она скрывается за ручкой открывания багажника. И причем, вы когда ее нажимаете, открываете, камера все равно спрятана. То есть она у вас не заляпается. Когда вы нажмете, вы ее пальцем не покоцаете. Мелочь, но она продумана, и она уже существовала у немцев давно. На предыдущих Passat'ах это уже было реализовано. И в Америке они просто решили немножечко удешевить. И камеру вот поставили, ну, просто в ручке. Вот просто в ручке. Опять же, это неплохо.
это просто как бы отображает то, что машина предполагалась более бюджетной. Вот. Ну, какие минусы от этого? Ну, камера просто заляпывается. Не сказать, что сильно она прям, ну, что от этого страдаешь, но она заляпывается. Там, я не знаю, ее, наверное, в принципе, даже не приходится никогда мыть и чистить. Багажники. Давайте откроем вот этот. И изящно как вот этот. Эй. Вот. По объему они одинаковые. Мы только что тоже вот мерили, смотрели. Многие говорят, что у Америки длиннее на 10 сантиметров, но когда начинают считать, рассказывать, типа, американская машина длиннее на 10 сантиметров. Поэтому у вас у задних пассажиров вот так вот полно места, в багажнике на вот столько полно места. Короче, когда рассказывают, такое чувство, будто бы там на метр длиннее машина. Только что мы мерили, вот прям вот ходили, промеривали багажник по длине. По погрузочной вот этой вот, по ширине, по пространству, этот багажник с вот этим, они одинаковые. Но Европа, она опять же, она больше детализирована. То есть здесь у нас присутствует электрокрышка багажника. У Америки такого не будет. Максимум, что вы в Америке найдете, это открывание с ноги. Ну, типа, если у вас есть бесключевой доступ, взмахнули, багажник открылся. Но он открывается за счет газового упора, за счет пружинки. Просто дернется и все. Здесь закрывается и открывается электрически. Здесь у нас есть вот такая вот отделка. Она лучше сделана. Она из более качественного материала. Она более жесткая. Ты ее трогаешь, вот она лучше. Потом коврик. Ну, здесь под днище вот можно, в принципе, под коврик тоже заглянуть. Здесь у нас будет полноценная докатка. Причем такая же, как у вас установлено на машине. То есть будет литое колесо. Органайзер уже вот здесь такой грамотный сделанный, а не просто вот здесь какую-то пипку налепили, как в Америке на докатке. Вот. И здесь, что здесь вот такие вот ручки откидывания сидений. Но тоже вот здесь вот берешь эту ручку. И вот там, ну, она другая. Она вот здесь поплотнее, побольше, поприятнее. Плюс здесь тоже видим вот такая вот штука, крючочек для кульков. В Америке этого нет. Ну, давайте вот Америку посмотрим. Ну, вот эти ручки, ну, пластика, наверное, пожалели, ну, не могли такие же просто взять. Вот здесь вот эта обивка, ну, она помягче, похуже сделана. Я не скажу, что она плохая. Нет, она не плохая. Просто я объясняю, почему машины стоят разных денег и почему они разные. Вот, если мы посмотрим сюда, но если мы вниз будем заглядывать, там у меня баллон, ну, не имеет смысла, но там у вас будет лежать докатка. Вот эти вот петли, которые закрываются, они никак не прячутся. Там это все прячется. Вот этот механизм, вы там в Европе его не увидите. Вот банально даже крышка. Вот здесь вот есть пластик у нас. Вот здесь, ну, металл. Решили они вот не заморачиваться, не обшивать полностью. Здесь крышка полностью вот так вот сделана, обшита. И причем, заметьте, не пластиком, а вот таким вот карпетом. Точно такие же вот здесь лючки для того, чтобы заменить, там, отключить проводку от фонарей, может там как-то их открутить и у той машины. Плюс здесь есть у нас сразу же крепление для знака аварийной остановки. А здесь есть только ручка. Все, ручка, чтобы закрыть, и ручка, чтобы вылазить с багажника, если вас закрыли. Вот и все. По габаритам они, повторюсь, одинаковые. Давайте, кто не верит, просто берем коврик. Вот НМСовский коврик. И ложим европейский Passat. Пожалуйста. По ширине плюс-минус тоже. Ну, понятно, форма чуть-чуть, оббивок другая. По длине тоже. Вот как раз он доходит до сидений. Вот так сбоку выглядит европеец и американец. Американец чуть-чуть длиннее, на 10 сантиметров. Буквально он длиннее, европеец чуть-чуть короче. Где это проявляется? Это проявляется на заднем ряду для задних пассажиров. Ну, в принципе, у американца действительно чуть-чуть места больше. Но, опять же, это не сказать о том, что там у Европы, мол, мало места. Места полно и там, просто у американца еще больше. Вот, в принципе, видим. По дизайну, тут, опять же, дело на любителя, кому что больше нравится. То есть,
Кто-то скажет, этот дизайн красивее, кто-то скажет, этот дизайн красивее. Здесь как бы нельзя однозначно сказать. Еще что хочется сказать. Вот два ключа. Вопрос и ответ стоимости. Что такое дорого, что такое дешево. Вот этот ключ, это с американской машины. Если, может, кто узнает, это еще ключ с 96-го года. На гольфах 4-х, на пассатах 5-х. Вот эти были ключи. Даже если у вас машина вот такая вот с бесключевым доступом, вот такой ключик, привет. Здесь уже идет более современный ключ. Мелочь, но это ответ на вопрос, почему они отличаются в цене. И почему это разная машина. Вот мы оказались в салоне B8 Passat, и я буду вот чисто вот все описывать, сравнивая с NMS-кой, с американцем. Смотрим. Первое. Руль. Он абсолютно такой же. На NMS-ке, на рестайловой он будет такой же. Может, чуть-чуть кожа отличается по качеству, но тяжело сказать, потому что на моей машине пробег уже чуть-чуть больше 100 тысяч, здесь 20 тысяч. У меня кожа более такая, вроде бы затертая. Не знаю, возможно качество кожи, а возможно просто разница пробегов. Приборка. Первое, что ты видишь, когда садишься и с чем ты работаешь, это приборная панель. На Европе они могут быть черно-белые, цветные. И вот такие вот, когда у тебя вот прям экран. Вот такой вот красивый экран. Вот. У NMS-ки ты этого не встретишь. То есть в NMS-ке максимум, что может быть, это черно-белый экран и цветной экран. Вот здесь вот по центру. Экранчик. А шкалы, все это вот аналоговое остается. Вот такого ты в NMS-ке не найдешь. Дальше смотрим по головному устройству. Опять же, здесь оно более современное. Давайте так. В зависимости от комплектации здесь могут быть разные головные устройства. Но максимальное, что можно позволить, вот на этой машине, вот сенсорные кнопки. Сразу здесь отображается информация по машине. На NMS-ке, сенсорных кнопок вы не встретите. Там будет вот типа как у меня стоит магнитола, вот покажем. Но вот типа это топ считается для NMS-ки. Дальше. Материалы. Самое главное, что вот хочется сказать, видно вот цену именно в материалах. Вот я не знаю, как это описать, но вот когда ты трогаешь все, оно другой стоимости. Вот этот пластик мягенький. Там он тоже мягкий, но он здесь какой-то поприятней. Нижняя часть. Если в американце вот эта вся нижняя часть, карты, торпеда, вот эта вся часть, она там просто дубовая. И не надо говорить, что она типа, меньше царапается. Она точно так же царапается. Пластик, он не камень. Он будет также царапаться. Здесь это все мягкое. Вы видите, вот, оно мягенькое, приятное. Вот эта нижняя часть, она уже твердая, но она как будто бы покрыта софт-тач пластиком. Он, поприятнее, получше. Вот эти части, они какие-то пожестче. То есть у меня вот эти вот боковушки, холодец. Дальше. Смотрим по вот этой вот части. Здесь дерево. И здесь это действительно дерево. Там, в американце, это просто пластмасса, покрашенная под дерево. Дальше. Я не говорю там о дизайне, что здесь там красивее, там некрасивее. Да, здесь больше всяких элементов. Понятно, что по дизайну это тоже дороже обходится. Но мы сейчас смотрим именно вот материалы. Смотрим. Банально даже вот давайте откроем вот здесь. Вот этот вот маленький бардачок и в той машине. Здесь он оббит карпе, не знаю как правильно. Здесь он оббит мягким материалом, и это дороже, комфортнее, что-то положить оно не будет там цокать и бряскать. В американце там просто пластмассовый такой бардачок, маленький бардачок, и все. Так, дальше что мы еще можем видеть? Зеркало безрамочное. Это может быть как на Европе, так и в Америке. Здесь ничего нету. Здесь никаких претензий к Америке нету. Вот эта вот часть. У Европы уже более современные вот эти вот светильники. Вот мы видим вот передние и задние. Они нового образца. Они бывают с амбиентом. В данном случае вот они ледовские. У Америки там плафоны еще с B6 Passat. Но опять же, это платформа. Но там они другие, они старые. И причем там не ледовские вот эти вот лампочки, а LED вам предлагали с салона, если я не ошибаюсь, там типа они как опцию считали пакет LED освещения салона за 300 баксов. За 300 баксов вам просто лампочки поменяют, плафон остается тот же. Я говорю сейчас за Америку.
Вот. Касательно всяких ассистентов, лайн-ассистов, сейчас этого не трогаем, потому что объективно не катался с помощниками на американце, ничего за это говорить не буду. Лепестки есть как здесь, так и у Америки, здесь ничего, никакого вопроса. У Европы есть подогрев руля, в Америке я не встречал. Не буду сейчас божиться, что его там нет, может в каких-то опциях, может его реально было заказать, за это не скажу. Но здесь он точно есть, вот кнопку нажал, там ни разу не видел. Здесь покрасивше это все сделано, говорил, вот какие-то такие детали, вот шторки, электроручник необычный, подлокотник, который меня вот дико в Америке бесит, что его нельзя отрегулировать, нельзя вот его открыть, не нажав кнопку, которую нереально нажать. И он скрипит в Америке, жестко скрипит. Здесь так вот хорошо, ничего не скрипит, приятненько, регулируется. Я считаю, это очень большой плюс. И опять же, повторюсь, это не к тому, что где-то плохо, где-то хорошо. Одна машина стоит X денег, вторая стоит 1,5X денег. Вот и вся разница. Вот в этом вот и выражается все. Смотрим карты дверей. На карте дверей здесь вот у нас вот эта часть обшита. В Америке она никогда не будет здесь обшита. Это просто будет дерюга. Ручка, она мягкая. Вот здесь вот под ручкой у нас есть подсветка. В Америке только вот здесь бывает подсветка. В Европе и здесь под ручкой может подсветка быть. И здесь амбиент у вас есть. Опять же, декор, если это дерево, то это дерево. Вот эти вот кнопки, в принципе, к ним придираться не буду. Аналогия, просто другой дизайн, что у Европы, что у Америки может быть схожим. Подрулевые лепестки уже более современные. У Америки они еще более старые. Дальше, зеркала. Помимо того, что они по-разному расположены, вот эти зеркала, у них в корпусе идет отображение мертвых зон. Что машины находятся в мертвых зонах, вот там вот моргают лампочки. У Америки, если у вас есть эта опция, то вот эти значки моргающие, что у вас машина в мертвой зоне, они находятся на самом зеркальном элементе. Вот. Подсветка, даже вот подсветка ног. У Америки я видел подсветку ног, даже если вы там берете машину на полном LED, вот у меня с полным LED, у меня вообще подсветки не было. У других ребят, там, у кого Selk, я видел подсветки, они были здесь обычными лампочками, не LED лампочками. И в дверях вот здесь подсветка с карты двери, которая вот здесь вот внизу, она тоже у Америки обычная. Здесь вот мы видим, здесь LED. Мелочь, но это как раз вот разница. Здесь видим вот LED освещение уже чуть-чуть более современные. Вот эти козырьки. У Америки здесь обычная лампочка еще с B5 по ходу Passat. Golf 4, B5, вот там тот же плафон. Смотрим на стойки. Они здесь у нас с вот таким вот типа отверстиями для обдува. В Америке здесь этого нету. Они обшиты тканью, другие уже ручки смотрим. И давайте переходим вот сюда. Вот эта вот часть. Она тоже у нас в ткани. У Америки она будет пластиком. Сзади смотрим. Вот эта вот полка. Она тоже обшита. Она обшита тканью. Вот эти стойки обшиты тканью. В Америке это просто пластик. И вот это пластик. Кто-то скажет, ничего страшного, но вот эта вот полка у меня жутко дребезжит. Она скрипит на кочках определенных. Я ее шумил, я ее обклеивал. Ничего не помогает. Поможет, если я ее еще сниму, прям найду, там, не знаю, залью ее каким-то бетоном. Здесь вот мелочь, но они вот это проработали. Дальше. Смотрим здесь сиденье, отсек для лыж. Это есть и у Европы, и у Америки бывает тоже. Я видел такую штуку. Консолька передняя, в принципе, тоже здесь, и у Европы, и у Америки. То есть и подогревы есть. Но единственное, что я в Америке не видел климата для задних пассажиров отдельного. Здесь он есть. Дальше, подголовников таких вот вы не встретите в Америке. Там просто вот подголовник вверх-вниз, все, больше никаких вариаций. Вот, в принципе, вот такая разница по салону. Кстати, вот тоже здесь вот прикольная такая штука, что в этом подлокотнике вот есть еще отверстие вот для прикуривателя, оно вот так вот изящно спрятано. Вот, но нет USB. В Америке есть USB. Не скажу, может в Европе можно как опцию было заказать, чтобы там была USB или розетка. Не скажу. Вот, тоже вот даже задним пассажирам вот здесь вот обшито такой вот тканью мягенько, чтобы там ничего не болталось. Вот.
Стекла. Двойные стеклопакеты могут быть у Европы. Смотрим на стекла. Я говорил, что у европейцев могут быть боковые, передние и задние стекла с стеклопакетами. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот видите, вот два стекла как будто бы. Вот они, два стекла. И смотрим теперь Америку. Чтобы просто наглядно было понятно, что ну просто стекло вот одинарное. И сразу, наверное, внимательные зрители заметили, что здесь как бы стеклышко, вот его нет, оно опустилось в самый низ. А здесь вот оно, и никуда оно больше не денется, потому что оно где-то здесь вот упирается, наверное, ниже не опускается просто. Еще хотелось бы заметить, что Европа, она намного продуманнее по уплотнителях, по всяких таких штуках. За счет этого, опять же, наверное, и тише в этой машине, комфортнее. Вот банально вот здесь есть уплотнитель. Есть первое, бархатка. Второе, вот такая вот ответная часть бархатки. Резинка. И здесь на двери резинка ответная. Ну, то есть здесь продумали, чтобы ничего не задувало, чтобы оно закрывалось хорошо. Здесь бархатка до сюда, она даже сюда не спускается. Ну, хорошо, что хоть здесь есть резинка. И вот здесь резинка. Все. По моторам, по коробкам тоже эти машины абсолютно разные. Ну, как минимум, то, что на Америке вы не встретите дизеля. Вот в рестайловом NMS вы дизеля не увидите, потому что был дизельгейт, был скандал. Америка сказал, вот вам, а не дизеля на наш рынок. Здесь как дизеля можно встретить, так и бензинки. Не рассматривая просто всю широкую гамму двигателей этих и этих, скажу лишь, что здесь двигатели поболее, разные там вариации, мощности, здесь их поменьше. TSI, если говорить за TSI, например, вроде как одинаково, здесь есть 1.8 и 2 литра TSI, и здесь они тоже присутствуют. И здесь третьего поколения двигатели, но здесь, вот конкретно на моем примере, то, что вот я прям руками снял, посмотрел, здесь двигатель 1.8 TSI более упрощенный, чем у Европы. У него не два ряда форсунок, а только один. У него там еще есть пару упрощений. Опять же, это не хорошо, не плохо, но это вопрос цены. Далее, по коробкам. Здесь у нас присутствуют только DSG-шки. Одна сухая DQ200 бывает на более слабых моторах и мокрая DQ250, 500 и 381. Здесь будут у нас айсины. Кто-то скажет, ну класс, надежно. Ну может, но хотя если брать мокрую DSG-шку, тем более современную DSG-шку, я бы, наверное, лучше ездил на современной DSG-шке. Здесь DSG-шки бывают только если у вас версия с мотором 3.6. Да, там уже будет стоять DSG. А теперь мы за руль американца посадили владельца европейского Passat. И сейчас у нас будет впечатление, каково оно пересесть с европейца, с более дорогого, на американца. Ну, ощущение, конечно, другой машины. Одно сходство — это руль. Он похож. А все остальное, конечно, и по качеству материала. Если честно, по-другому я себя здесь чувствую. И мне кажется, вот как-то чуть-чуть здесь место поменьше или сдавленнее здесь как-то вот по тому, как машина едет. Понятно, что мы делаем скидку на пробег, но когда вы сядете сразу с европейской машины в эту, вы поймете, что она мягче. Более даже не мягче, а валче подвеска. Может, опять это сделаем скидку на то, что машина уже прошла на 50-60 тысяч больше. Но мне кажется, это нюанс именно американской машины, что она вот на кочках, она вот как Титаник. Она вот, не сказать, что сильно она раскачивается, но да, подвеска не такая плотная, как в европейской. И плюс сюда вот эта валкость подвески добавляется не острым рулевым управлением, да. То есть ты делаешь чуть-чуть оборот, а машина подумает, особенно на больших скоростях, и потом только начинает заваливаться. Плюс добавляется вот эта валкость подвески, и поэтому, ну, не сказал бы я, что на сильно больших скоростях на ней рулем сильно работать не нужно, аккуратнее. По педали газа, ну, это тоже работа автомата. Машина чуть-чуть задумывается. Это же есть вещь, кстати, и в DSG, пока она не привыкнет к вашему стилю вождения. Есть определенные задержки в
после нажатия педали газа машина чуть-чуть подумает, после этого набирает обороты. Ну и то, что я сразу замечаю, эта машина по сравнению вот с 2-литровым дизелем, она не такая юркая на низах. Нет вот этого турбоподхвата. И боюсь предположить, это, конечно, нужно мерять с помощью Race Logic, но мне кажется, что европейский Passat 2 литра турбодизель чуть-чуть будет по скорости, мне кажется, разгона выигрывать у этой машины. Но это мое субъективное мнение, может быть, цифры покажут другое, но мне кажется, что именно вот так. Ну а в принципе довольно-таки неплохой вариант за эти деньги. И еще относительно педали тормоза, она более мягкая и не такая четкая в работе. Ну вот это первые впечатления. Ну а так, тест-драйв был небольшой, но я никаких посторонних скрипов не увидел, то есть шумоизоляции тоже не так все печально, как хотелось бы думать. Да, слышен звук чуть-чуть двигателя, но не так критично, как я думал. Так что вот такие первые впечатления. В принципе, я надеюсь, ответил на вопросы. Может, кто-то хотел сравнить Passat американский, европейский. Я надеюсь, ответил на вопросы, почему это не B8 Америка, а это B8 Европа, а это B8, а это NMS. Я надеюсь, что максимально раскрыл вопрос разности цены, почему это дешевле, это дороже. Вот, в принципе, вот такой итог. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Так что, всем пока.